Дорогие друзья, давайте с вами сделаем сегодня общий расклад на тему перспективы отношений с загаданным человеком. Загадывайте своего человека или троих, выбирайте позицию, первая, вторая, третья, и будем смотреть. Итак, первая позиция. Каковы перспективы развития отношений с загаданным человеком? Так, ну здесь карта Иерофант, законный брак. Здесь правильные отношения, отношения серьезные, отношения, в которых люди заинтересованы друг в друге. Смотрите, у многих отыграется, что да, мужчина в вас очень заинтересован, да, и в настоящий момент у него есть какие-то страхи, если еще не в браке, то вот именно по поводу вступления в брак у него могут быть какие-то сомнения, причем сомнения такие очень надуманные. Хватит ли мне денег, сложатся ли отношения с родственниками, да, то есть что-то такое весьма второстепенное. И здесь вам, возможно, придется побороться, да, приложить какие-то усилия для того, чтобы, ну, опять же, справиться с какими-то там недоброжелательными родственниками, преодолеть вот эти вот финансовые трудности, сделать все так, чтобы было вот именно так, как вы хотите. Но здесь однозначно семья на перспективу, развитие отношений, рождение детей. Причем здесь вот если есть какие-то сомнения на сегодняшний день, они все уйдут. Здесь представятся прекрасные шансы на то, чтобы и финансовое благополучие поправить, и отношения с родственниками или с кем бы то ни было улучшить. И здесь действительно есть желание вот идти дальше, строить планы, выходить на новый уровень. Здесь между вами либо уже много общего, да, либо какой-то пройденный путь, который вы преодолели вместе, и человек не готов от этого отказываться. Здесь он, несмотря на свои страхи, какие-то сомнения, готов все развивать и идти вот именно к новым берегам. Но смотрите, опять же, здесь предстоит какая-то, знаете, ну, опять же, борьба, да, за то, чтобы защитить, отстоять собственные интересы. Причем вот эта борьба, она станет своеобразными уроками, да, то есть проверкой на прочность. Лучше на берегу решить все какие-то существующие проблемы и сомнения и идти в светлое будущее, уже оставив позади все трудности, все какие-то невзгоды. Смотрите, единственный минус, что здесь может достаточно медленно все развиваться, здесь может вот какой-то вот по пустой карте какое-то непредвиденное такое обстоятельство, да, вот вроде вы преодолели один рубеж, и тут раз, и возникает какая-то там проблема, бабушка там, допустим, заболела, да, вот вы наметили свадьбу, а тут форс-мажор. И здесь может быть немножечко затягивание в сроках, но с вами рядом всегда будут люди, которые готовы вас поддержать. И здесь, даже если вот у кого-то там родственники против, всегда есть те родственники, которые будут за вас. Те родственники, которые готовы будут оказать вам поддержку. И какие-то вот эти вот трудности и сложности помогут вам решить. Здесь у вас все будет по правосудию. Здесь все, что вы делаете, нужно делать от чистого сердца, да. Здесь не нужно стараться кого-то обогнать, не нужно стараться там с кем-то соревноваться, кому-то насолить. Все нужно делать от души, от чистого сердца, потому что здесь действительно перспективы, да, Иерофант, карта императрицы, перспективы вот именно, ну посмотрите, императрица, император, законного брака и счастливой семьи, поэтому первая позиция, у вас все хорошо. Трудности не бойтесь, с трудностями вы справитесь. То, что сейчас есть, это, ну так скажем,
как экзамен для вас, да, будет, чтобы вы получше друг друга узнали, чтобы вы смогли проверить, увидеть друг друга в сложных, в трудных каких-то ситуациях, посмотреть, кто к вам как настроен, кто из родственников, кто из друзей опять как настроен. И все те трудности, которые у вас здесь будут возникать, вы их обязательно преодолеете. Важно не сдаваться, важно идти вперед, потому что здесь, ну, законный брак, поэтому идите вперед. Верьте в лучшее, знайте, что вы дороги, поэтому здесь первая позиция, все прекрасно. Благодарю единичек за просмотр. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке. Идем ко второй позиции. Что же у вас на перспективу? Так, а у вас наоборот Верховная Жрица. Здесь либо какие-то тайные отношения. Давайте посмотрим. Что на перспективу с загаданным человеком? Карта Звезда. Здесь могут отыгрываться отношения на расстоянии и такое достаточно долгое пребывание в состоянии ожидания. В ожидании шанса, в ожидании какой-то вот цели очередной, да, вот когда же вы ее достигнете. Очень часто отыгрывается хождение по кругу. Вот знаете, вот идете и снова на месте, идете, снова на месте. У человека много страхов, у человека идет борьба, да, здесь нужно принимать решение, а он как будто бы не может, как будто бы он не готов. Вот эта неготовность, она навеяна страхами, страхом неудач, которые он уже ранее испытывал в прошлых отношениях, да, были какие-то не очень приятные ситуации, которые теперь его настораживают. Смотрите, третьих лиц я здесь не вижу. Здесь, скорее всего, Верховная Жрица как женщина любимая, но та, которой пока не готова ничего предложить. Не готова предложить, потому что не может человек принять решение. Здесь есть чувства, но человек от них уходит, уходит сознательно, как будто бы боится вот тех трудностей, которые могут повлечь за собой ваши с ним отношения. Причем он понимает, что во многом он виноват сам. Он понимает, что многие страхи его, они обусловлены его же какими-то неправильными поступками, его каким-то неправильным поведением, боится совершения тех же самых ошибок. Поэтому здесь не готов двигаться вперед. У многих может отыграться вот именно финансовая какая-то нестабильность, то есть человек недостаточно финансово уверен в себе. Да, здесь смотрите, он ждет того, что его финансовое положение улучшится. Вот, дорогая, ты подожди, ты побудь пока моей любимой женщиной, да, либо побудь вот в тех отношениях, в которых мы с тобой сейчас есть. А когда я смогу тебе дать что-то большее, да, походы в рестораны, потому что создание семьи – это рождение детей, это расходы, это, естественно, затраты, тогда мы о чем-то поговорим. Но здесь вы однозначно дороги человеку. Здесь однозначно у человека есть чувства, как бы он ни старался их не то чтобы спрятать, а скорее всего затормозить, да, затормозить какое-то дальнейшее развитие. Здесь медленный очень человек. Здесь есть чувства. В те моменты, когда ему сложно, он старается погружаться в себя, от них уходить. Но двигаться вперед он хочет, продолжать отношения, развивать он хочет. Но здесь все настолько медленно и опять же обусловлено может быть какими-то финансовыми сложностями. Карта Башня. Может случиться такое, что вам просто надоест ждать, что появится вот третий человек, который привнесет какую-то ясность в ваши отношения, да, точнее, появится кто-то другой. Давайте посмотрим, да, здесь появление третьего лица, а кто у нас здесь появится? То есть пока вы находитесь в ожидании вот этого своего товарища, пока он пребывает в состоянии нересурсности, здесь появляется третий человек, который разрушает ваши отношения. А что это за человек? Человек.
Вы знаете, скорее всего, у вас кто-то другой появится, да, карта Маг все-таки мужская карта, тот человек, который готов будет дать вам семью, дать вам стабильность. И вот этот треугольник появится с вашей стороны, то есть придет тот, кто сможет вам заменить того человека, на которого вы сейчас смотрите расклад. Здесь вы устанете от ожидания, вот пока ваш медленный тормоз, так скажем, собирается, улучшает свое финансовое положение. Причем этот человек, вот, который появится, он может быть из прошлого. Он может быть, посмотрите, какой активный. Да, король жезлов, шестерка кубков. Это что-то связанное с прошлым. Да, это мужчина появится. У вас появится мужчина, пока вы ждете вот этого своего товарища. И здесь... вы уже будете стоять перед выбором, да, ждать вам того, на кого вы сейчас смотрите, либо идти в отношения вот с этим активным, таким всем перспективным. Но здесь вы скорее выберете финансовую стабильность, да, скорее вы выберете того, кто придет к вам, ну вот, на смену вот этому товарищу. Но здесь, опять же, здесь вы можете очень долго сомневаться. Здесь вот эта катавасия может по умеренности быть долго. То есть вы будете находиться уже в сомнениях. Вроде бы одного отпустить жалко, и с этим что-то надо делать. Семерка кубков. Смотрите, но в итоге побеждает тот человек, который даст вам большую стабильность. И это, скорее всего, тот другой, который вернется к вам из прошлого. Он даст вам... придет к вам с предложением руки и сердца, даст вам вот эту вот финансовую стабильность, которая, может быть, вам так необходима, даст вам все, о чем вы, собственно говоря, мечтали. Да, вот он, паш пентаклей, это предложение. Вы будете выбирать. На выборе уже будете вы. Выбор будет нелегким. Но здесь вы такое ощущение, вот именно находясь в чувствах, в эмоциях, вам будет сложно делать этот выбор. Поэтому здесь второй вариант. Ожидая своего принца, на которого вы смотрите, вы дождетесь достойной замены ему. Придет человек из прошлого, который позволит вам выбирать, который придет к вам с предложением о стабильности, предложением о создании семьи. Поэтому здесь самым сложным будет для вас это решить, кто же, потому что здесь вы, конечно же, будете руководствоваться чувствами. Королева кубков. Благодарю второй вариант за просмотр. Так, идем к троечкам. Какие перспективы у третьей позиции? Так, а здесь перемены такие судьбоносные. Здесь человек в вашу жизнь пришел не случайно. Это либо ваша судьба, либо какой-то кармический урок. Здесь колесо фортуны. Однозначно перемены такие значимые для вас. Смотрите, у человека на вас далеко идущие планы. И он скорее потребует вас отказаться от всего лишнего, от всего ненужного. Если вас держат какие-то отношения, если вас держат какие-то обязательства, здесь человек будет настаивать на том, чтобы вы от этого отказались, будет предлагать вам что-то взамен. Любовь есть, но такое ощущение, что здесь вы долго будете собираться с мыслями на то, чтобы отказаться от того, что у вас есть. Здесь эта ситуация неопределенности сможет вас порядком утомить, порядком, так скажем, истощить. И нужно будет настроиться на то, что здесь немало придется потрудиться в отношении того, чтобы выйти здесь без потерь. Императрица, император. Смотрите, ну здесь тоже возможно семья по третьему варианту, да, как и первый вариант. Здесь прям серьезное намерение на человека у вас. Готов вам предложить стабильность, готов вам предложить руку, сердце, семью, но
еще раз, для того, чтобы полноценно войти в эти отношения, вам нужно будет что-то лишнее отсечь, что-то убрать. Здесь будет развитие, причем развитие такое прекрасное. Здесь вам будет хорошо вместе. Причем это будет не просто союз, да, двух людей, это будет союз двух сердец. Вы будете друг для друга не просто там друзьями, любовниками, вы будете партнерами, вы будете дополнять друг друга во всем. Вы будете давать друг другу то, чего вам не хватает, чего вам вот именно необходимо. Долго собираться будете, долго собираться, долго будете решаться. Но знаете, здесь человек, такое ощущение, что не готов отступать, он готов подождать того момента, когда вы дозреете. Он готов бороться за вас, он готов доказывать свою правоту. Только смотрите, не переборщите, не перегните палку. Здесь, если человек вам дорог, вам придется принять его условия, иначе можете остаться ни с чем. Да? Здесь до поры до времени он будет терпеть, но если вы будете пытаться выгибать свою линию, здесь, скорее всего, этого он не потерпит. Сложно будет вам отказаться от тех вещей, которые он просит вас оставить, либо это какие-то сторонние отношения, либо это работа, либо это вот общение с кем-то, да. Здесь, возможно, даже за его спиной будет какой-то период вот это вот общение продолжаться. Общение с вашей стороны, да, либо вот те дела, которые вы делаете, да, допустим, просит оставить бизнес, там еще что-то, вы не хотите с этим расставаться. Смотрите, но вам придется, опять же, принять его условия, вам придется пойти ему на уступки, потому что у вас здесь на перспективу хорошая семья. Смотрите, вы опять парой выходите, король, королева пентаклей. Человек даст вам все. Он даст вам абсолютно все. Если вы боитесь отпустить какое-то общение, какие-то отношения, здесь полностью вы это получите. Он сможет это компенсировать, восполнить, вам не будет с ним скучно. Если вы боитесь оставить работу, он обеспечит вас финансово, он абсолютно все вам даст. Здесь он сам будет все... То есть, что он попросил вас оставить, он все это вам восполнит с лихвой. Поэтому здесь человек знает, что он говорит, и здесь с приходом, точнее, с вступлением в отношения с этим человеком ваша жизнь кардинально поменяется. Вам важно не закрываться от этого. Вам важно от этого не уходить, потому что, еще раз, человек будет ждать, человек будет стараться добиться своего, но терпение, оно не безгранично, да, и определенные условия, которые он вам выставляет, здесь нужно принять, иначе можно потерять то, что само идет к вам в руки. Поэтому третий вариант: слушайте то, что говорит вам мужчина, принимайте его условия, слушайте его обещания, верьте ему, здесь хочет только хорошего. И если он сейчас вас в чем-то ограничивает, да, если он сейчас вам что-то там запрещает, если просит от чего-то отказаться, знайте, что он восполнит это вот прям сторицей, с лихвой он вам это воздаст потом, когда будут у вас вот именно такие полноценные семейные отношения. Благодарю троечки, благодарю всех за просмотр. До новых встреч в новых видео. Буду благодарна всем за лайки, подписки и комментарии.